Доброе утро, хорошие люди. Хочу, чтобы у вас был целый день позитивный. И у меня сегодня будет необычный ролик. Я вам хочу показать, как Путин открыл железную дорогу. И показать, куда вообще идет весь мир. Поэтому первая часть будет о политике, а вторая часть будет о технологиях. Включая город на 1 миллион человек и без единой дороги, который уже начали строить. Всем хорошего дня. Всем привет, хорошие люди. Уже просто поздно. Вы уже видите это с утра, поэтому всем доброе утро и хорошего дня. Работа отвлекает, поэтому все-таки я погорячился каждый день писать. Друзья, мне сегодня сбросили пару видео, что я хочу с вами ими поделиться, обсудить и где-то даже придать, может быть, позитивного настроения на целый день, а кому-то задумываться, даже осмотреться вокруг. Знаете, все же начинается во всех странах с одного, что они нас грабят, наши правители, и дают возможность грабить всем эшелонам власти вниз. Где-то это диктаторы, где-то это олигархические кланы, но никто никогда не несет ответственность. Они просто пилят страну и разрывают ее на части. Все равно все семьи и дети будут жить за границей, а тут хоть трава не расти. Когда мне сбросили видео, которое я вам сейчас покажу, оно, знаете, вот так вот обобщает все, что нам обещают. Вот это просто супер видео. Я хочу с вами им очень поделиться. Даже 75 лет спустя после присоединения к Советскому Союзу Тува остается чуть ли не единственным регионом страны, который с нею связан единственной автотрассой. Железной дороги здесь как не было, так и нет. Вот эту строить начали в 2011-м, причем в торжественном запуске строительства принимал участие сам президент Владимир Путин. И вот что за 9 лет соорудили. Вот здесь Владимир Владимирович торжественно забил стартовый золотой костыль. Его потом украли через несколько дней, этот костыль. Потом еще рельсы эти разобрали на металлолом, украли их заново, потом положили. Ведь если это говорит самая верхушка российской власти под телекамерой, вбивает золотые гвозди, а потом на это ложила все, то что говорить про средний уровень чиновников, условно тех же депутатов, те перед любыми выборами, ну и в тех странах, где они есть, например, в Украине все-таки выборы есть, вот, языками почесали. У нас вообще все делается просто для того, чтобы грабить. Папа идет в одну партию, мама идет во вторую, сын идет в третью, не знаю, дедушка идет в четвертую. Кто-то по-любому и пройдет. А если пройдут все, то все на трибунах будут гавкаться, а вечером дома делить бюджет, зайдут в один кабинет и вроде от разных партий квоты будут делить. В Белоруссии это клан все списывает, что это администрация президента зарабатывает, пару карманных своих олигархов и выкачивают деньги из Беларуси. В Казахстане все, там семейный подряд. Про Россию мне больше всего понравилось, как еще несколько лет назад сказал Парфенов. Вот он идеально описал, кроме кооператива «Озеро», как дальше будут цементировать власть. Потому что прилет Навального в воскресенье, я думаю, это будет вообще событие номер один. До сих пор никто не знает. Он едет садиться, себя убивать. Ну, других пока вариантов не знаю. Либо его посадят на 2 года под домашний арест вечный. Ну вот что сказал Парфенов, которого я очень уважаю.
Чайки-младшие не единственные успешные управленцы среди сыновей высших чиновников. Менеджерские таланты в этой среде передаются по наследству. Сын замглавы администрации президента Кириенко станет вице-президентом Ростелекома. Мы используем рекламную модель, мы также предлагаем оптическое оборудование и представляем пользователям новые возможности. Сын экс-главы администрации президента Иванова, главой крупнейшей в мире алмазодобывающей корпорации «Алроса». Спасибо за доверие. Компания сегодня находится в хорошей финансовой форме. Сын директора ФСБ Бортникова будет вице-президентом банка ВТБ. Общая федеральная задача – это развивать малый бизнес, да, то есть быть ближе к народу. Сын вице-премьера Рогозина вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации. Я считаю, что это та судьба, которая изначально мне, наверное, была в каком-то смысле даже предрешена. У главы службы внешней разведки Фродкова один сын возглавит Промсвязьбанк, другой будет зам управ делами президента. И это налагает на нас достаточно большую ответственность, поэтому программа насыщенная. У секретаря Совета безопасности Патрушева один сын станет зам гендиректора Газпромнефти, Получая конкретную задачу, получаем конкретный результат. другой министром сельского хозяйства России. Спасибо большое, если позволите. Хотел действительно доложить об этом прошлого года. Пресса обобщает. Это новое сословное дворянство. То есть все жестко. Людей нету, все. Все дети, все сыновья строятся, как сказал Михалков, наконец-то крепостное право, и Путин предводитель этого. У людей шансов наверх забраться нет, если ты хороший человек. А все раздают детям. И дальше семейный подряд грабит. И все больше, больше, больше. Ведь то, что они в течение года говорили, им же тоже абсолютно все с рук сходит. Где-то, понятно, оговорились, где-то они реально так думают. Вот смотрите, вот только перлы чиновников, депутатов за прошлый год. По-моему, при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, плакать, покушаться на самоубийство. Немножко текст по-дебильному написан. Давай по новой, Миша, все хуйня. Мне всегда хотелось быть русской. Вот правда. И Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд, и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь. Не надо вот этого. Народных денег уже давно нет. Они есть бюджетные деньги. Я гражданский судья семейного профиля. Охуенно прибыльная тема на самом деле. Я уважаю Путина, пока у нас все в России так, как сейчас происходит. Потому что если у нас какой-нибудь какой-нибудь демократичный чел придет, у нас типа, я буду обычным судьей, не смогу заниматься тем, чем я планировала. Ну, самое четко, видите, сказал судейский корпус. Она еще судья маленького какого-то уровня, но уже боготворит Путина, потому что он дает воровать всем. Все воруют, и поэтому любые судебные решения будут всегда приняты против людей, которые захотят честные выборы. И после этого, знаете, когда смотришь вот на эти кадры, тебе становится очень печально. Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке. Слава Богу. Поэтому они будут грабить недра, забирать любую госсобственность. Сами же создавать не умеют, а так забрали и управляют. А еще лучше управлять государственным предприятием, которое несет в бюджет убытки в 20 миллиардов, неважно, гривен, рублей. И при этом себя чувствовать очень хорошо. Пилишь себе бюджет, делаешь все, что хочешь. Даже то, что не нужно вообще никому. Зато ты рассказываешь, что мы встаем с колен. И грабишь, и грабишь, и грабишь. Знаете, я не буду откладывать в долгий ящик. Я вам покажу те новые вещи технологические, которые на этой неделе меня поразили. Ну, без технологических вещей. Я очень рад, что Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Наконец-то человек, который
самый прогрессивный, выдающий самые сумасшедшие идеи, и которого кто только не ругал из госчиновников, из международных корпораций, он покоряет все. И все его сумасшедшие идеи он воплощает в жизнь. Вот пусть лучше деньги контролируют вот такие люди и идут на благо развития человечности и человечества, а не укрепления диктатур. Вот на этой неделе General Motors выкатила свой новый проект. Это мега впечатляет. Смотрите, это они уже презентацию провели и полетали над городом. Это будущие технологии передвижения в больших городах. The Vertical Takeoff and Landing Drone, or VERTOL, is GM's first foray into aerial mobility. We are preparing for a world where advances in electric and autonomous technology make personal air travel possible. It is a concept designed for the moment when time is of essence and convenience is everything. You've been at the office and now you need to get to a meeting across town. The VERTOL meets you on the roof and drops you at the vertiport closest to your destination. It uses a 90 kilowatt-hour EV motor to power 4 rotors, as well as air-to-air and air-to-ground communications. As a passenger, it represents personal space and a panoramic view of the world passing beneath you, and is a glimpse of what autonomy and Cadillac luxury might look like in the not-too-distant Они future. сделали наушники, которые теперь позволяют делать перевод в режиме онлайн с 60 языков, и ты можешь абсолютно свободно разговаривать, тебя в онлайне слышат, переводят, еще там включая определенные языки в 9 наречий. Ты просто можешь общаться со всем миром. К своему родному продукту и к своему имени. Следующих ребят, что я вам хотел бы показать, смотрите. То есть, если у тебя есть такие наушники, ты один наушник одел себе, другой дал любому человеку, и в принципе 60 языков мира, включая там какие-то редкие наречия, ты можешь путешествовать по всему миру и чувствовать себя абсолютно в любой компании, понимать все, кто о чем говорит, и точно так же с ними общаться. Я думаю, скоро профессия переводчика может пропасть. Ну, очень скоро. Дальше я бы вам хотел показать одно видео. Знаете, когда у страны есть нефтедоллары, то ее принцы не выводят за границу, а инвестируют дальше в свою страну. Потому что когда-то эта нефть закончится, и им не безразлично, где будут жить их дети. Ребята предложили и сейчас начали строить за 50 миллиардов город, рассчитанный на 1 миллион человек, где не будет ни одной дороги и не будет транспорта. Смотрите, какая идея, как это выглядит. По-моему, то ли это саудиты начали, то ли Эмираты. What if we removed cars? What if we got rid of streets? What if we built the line? Вот так вот. Я единственно оговорился, не 50 миллиардов, а 500 миллиардов, и они уже начали это строить. Поэтому пока
Одни думают, как ограбить нас, другие думают, как развиваться. Но в любом случае, я желаю, кто смотрит с утра, целый день хорошего дня, а кто смотрит вечером, классного вечера. Хороших людей больше. Поэтому, если до конца смогли досмотреть, то обязательно подписывайтесь, мы на одной волне. Всем пока.